Ну что вы там? Хуш омадет ба Таджикистан. Явно не каждый из вас выберет Таджикистан как страну для отдыха. А зря, ведь Таджикистан таит в себе множество красот, богатую культуру и невероятное гостеприимство. Именно здесь проходит одна из самых высокогорных дорог мира. Узнав про нее, я поставил себе цель достичь самой высокой ее точки – перевала Акбайтал, высота которого составляет 4655 метров. Это и будет целью нашего путешествия. Мы с вами проедем весь Таджикистан, окунемся в культуру и быт страны. Я покажу вам сногсшибательные красоты, и в конце выпуска я скажу, сколько стоит такое путешествие. Поехали! Памирский тракт – это высокогорная дорога протяженностью больше 1300 километров, которая соединяет столицу Таджикистана, город Душанбе, с городом Ош на юге Кыргызстана. Дорога проходит через высокогорный район Памира. Он, в свою очередь, является горной системой с вершинами больше 7000 метров и занимает большую часть Таджикистана. Часто Памир называют крышей мира. Именно здесь и находится перевал Акбайтал, которого мне и нужно достичь. Однако путь начинается далеко не со столицы Таджикистана, города Душанбе. Знакомьтесь, северная столица страны, второй по величине город и один из старейших городов Средней Азии. На мой взгляд, это идеальный старт для начала моего путешествия. Друзья, путешествие начинается с северной части страны, города Худжанд. И прежде чем я покажу вам достопримечательности этого города, я расскажу о тонкостях и нюансах этой страны. Начнем с денег. Местная валюта называется самани, и получить их можно тремя разными способами. Первый – привезти наличные рубли, пойти в отделение почти любого банка, где вам обменяют деньги. Не самый выгодный вариант, но безопасный и рабочий. Второй – привезти наличные рубли, найти местного менялу – это несложно. Он чуть более выгодно, чем в банке, обменяет вам деньги. Третий способ, насколько я понял, самый лучший, самый безопасный – это привезти на карточке МИР деньги, вставить в банкомат и с минимальной комиссией снять и получить заветные самани. Если я не прав, напишите, пожалуйста, в комментарии, я буду рад услышать ваше мнение. И да, о всех тонкостях и нюансах я пишу в своем телеграм-канале, поэтому вы знаете, что делать. И пока я пересчитываю свои самани, буду рад любому доллару, евро, рублю и донату от вас. Так вы поможете развитию канала. А теперь к нюансам. Следующий нюанс – это регистрация. Она вам будет нужна, если вы планируете остаться в Таджикистане дольше, чем на 10 дней. Ее делают либо отели, либо вы берете местного таджика, идете в паспортный стол, и он вам с радостью делает эту регистрацию. Теперь о самом Худжанде. В центре города стоит Худжандская крепость. Она точно привлечет ваше внимание. Рядом разбит парк культуры и отдыха, куда стекаются жители со всего города. Через реку напротив стоит памятник Исмаилу Самани. Но самым главным местом в городе является площадь Регистан, вокруг которой расположены мечеть, мавзолей и главный рынок города Падишанбе. Самый вкусный большой дынь. Самый вкусный дынь, да, в Таджикистане. И арбузы. И арбузы, да. Подъезжайте в Таджикистан. Добро пожаловать на рынок Падишанбе. Падишанбе переводится как «четверг». То есть рынок назван так, потому что торговали здесь по четвергам. Сейчас же рынок работает ежедневно. Вообще, рынки – это то место, которое не только передает атмосферу жизни города, но также и характер людей, то, чем живут люди. Например, сразу видно, что таджики любят пожирнее. Масло продается, смотрите, в 5-литровых канистрах. И самое интересное, что ниже продаются средства для мытья посуды, также в 5-литровых канистрах. Я так понимаю, это для плова, потому что они готовят много плова и сразу же приготовили плов, и потом его уже и помыли.
Естественно, как же мне не сказать про плов? Это национальное блюдо Средней Азии. Его здесь готовят абсолютно везде. И чтобы вся эта вкуснотень не пропадала зря, чтобы все были сыты и довольны, здесь есть время плова. Например, все знают, что рядом с рынком Падишанбе в определенное время готовят плов. И это сейчас здесь кушать, да, будут? Да. А много людей будут кушать? Много, да? У кого-то там начинается время плова с 11 до 3 в одном заведении. В другом заведении время плова, оно в 2 раза, то есть с 12 до 3, с 6 до 8. То есть почему так делается? Если плов просто передержать в закрытом сосуде, в вакуумном сосуде какое-то время, там 10-15 минут, он уже испортится. То есть он переварится. Если переварится, это уже не тот плов, который бы хотелось. Поэтому есть время плова. Поэтому в каждом заведении уже люди знают, так, если я хочу плов, я уже время профукал, значит, уже там невкусно. Я пойду в другое заведение, потому что он уже там постоял, к примеру. Это Дильшода, технолог пищевого производства. Полное интервью с ней можно посмотреть в моих социальных сетях. Ну а мы вернемся на рынок. Это как будто взяли сок добрый, персиковый и добавили туда газа. 8 рублей стоит. Берем стакан, ставим его сюда, нажимаем на кнопочку, и вот здесь он прям вот моется. По-моему, все гигиенично. Ну, в целом вкусно. Это Катя, одна из спутников моего путешествия. Как будто глина соленая. Да, соленая. Ну так и чё? Ну, это вкусно. Соленая глина — это вкусно. Да. Скажи еще раз теперь, соленая глина — это вкусно. Соленая глина – это вкусно. А еще один из главных нюансов Таджикистана — это то, что здесь нет аренды автомобилей. То есть мне сейчас нужно вот выехать из Худжанда, доехать до красивых достопримечательностей, а я не могу арендовать автомобиль. Мы целый день искали машину, искали на местном Авито, спрашивали у таджиков, звонили в разные места. Вариантов не было. Оказывается, как таковой аренды машины в Таджикистане нет, насколько я понял, по причине того, что у них нет страховок. Причем здесь наши права, они не совсем работают, нужно заходить к инспектору и получать талончики, как в Советском Союзе. Таким образом, поиск автомобиля безрезультатно затянулся. Мы провели в Худжанде больше положенного нам времени, но зато покатались на канатной дороге. Однако мы нашли способ, как нам выбраться отсюда. Через местных таджиков, через местных людей мы нашли вот такую вот машину с водителем, и мы доедем только до Душанбе. Я надеялся, что в столице Таджикистана мы сможем взять в аренду автомобиль. Ты прилетаешь в страну, и здесь нет аренды. Вот просто, нет аренды автомобилей. Вот что хочешь делай. Поехали. И чтобы уж не ждать удачного момента для знакомства, Ника и Даня также сопровождали меня в этом путешествии. Мы едем за 900 самани из Худжанда в Душанбе. Мне сказали, что это дорого, что можно было ехать за 600, край за 700. Если кто-то пользовался таким способом передвижения, перемещения, либо кто-то знает больше информации, чем я сейчас на данный момент, напишите в комментарии. Мне самому интересно вообще услышать, что и какие случаи были с вами. Расстояние между Худжандом и Душанбе чуть больше 300 километров. Дорога ведет через Фанские горы, где вас будут ждать 2 небольших перевала. Уже здесь вы сможете увидеть красоты Таджикистана. My energy, I'll show you where to go. You want the rivers, let me show you where they flow. Clean as you go, clean as you go, clean as you go.
Пока мы едем из Худжанда в Душанбе, я скажу вам, что вам нужно обязательно подписаться на мой канал. Так вы скажете мне, что видео мои вам нравятся. Да, а потом мы сломались. А потом еще раз. И еще раз. Я на самом деле очень переживаю, что я вообще не смогу проехаться ни по Памиру, потому что я не знаю, что вообще дальше будет. Я не знаю, что будет в Душанбе, потому что мы даже доехать нормально не можем. Добро пожаловать в Душанбе! Душанбе — это столица Таджикистана. Здесь чувствуется, что город большой, в сравнении с Худжандом, правда. Весь город можно проехать за 40 минут, что делает его удобным. Все главные достопримечательности расположены почти в одном месте. Это парк Рудаки с рядом стоящим памятником Исмаилу Самани. Монумент великого человека, первого великого царя, основоположника таджикского государства, династии Саманидов, тот человек, который создал Таджикистан, да? Это Хуршет, местный гид, который согласился нам показать Душанбе. Во-первых, добро пожаловать в наш Таджикистан, в солнечную столицу Душанбе. А во-вторых, вернемся к знаковым местам города. Вот архитектурный комплекс Истеклол, в котором расположены музей истории Душанбе, смотровая площадка и кинозал. Высота имеет свой символ. Высота этого того сооружения составляет 121 метр. Первая часть это 30 метров и остальная часть 91 метр. 30 метров это означает 30-летие нашей независимости, а остальные 91 метр это означает год нашей независимости. А это уже главная соборная мечеть Душанбе, и она поистине заставляет ахнуть от своих масштабов и красоты. Росписью куполов занимались 60 мастеров из Турции и Таджикистана. 40 иранских мастеров трудились над мозаикой. Одновременно на территории мечети смогут совершать богослужение около 130 тысяч человек. Вот здесь люди даже отдыхают. Я не знаю, насколько меня слышно. Пойдем. У меня тут есть один вопрос. Хуршет, а вот там вот девочка. Как она сюда попала? Она с отцом, ей можно. То есть девочка можно? Да, она как бы еще не грешна. А когда она становится грешной? Как-то? После 9 лет. Когда у нее первомесячный. А если первомесячный не в 9 лет? Тогда она не грешна еще. А, то есть, типа, женщина становится грешной после того, как у нее... У нее вроде первомесячный, да. Про Восток я могу сказать два слова. Тоже здесь город, базар. Душанбе, вы сами знаете, уже день понедельник называется, один день в неделю понедельник. И тут был базарный день в понедельник, поэтому у нас до сих пор такая традиция есть. Вот в территории едешь, где кишлаки, там есть пятничный базар, субботний базар, везде так есть, да? И второе, это гостеприимство, это весь мир знает. Вот ты сейчас говорил мне про гостеприимство. Вот знаете, что... Вот я, честно, сейчас удивлен. Для меня это удивление, правда. Рассказывай. У меня пауза, про что рассказывать. Куда ты нас сейчас повезешь? Что ты с нами будешь делать? Все. Короче, Хуршет нас Пойдем, да, сейчас пойдем кушать наше традиционное блюдо под названием крутоп. Добро пожаловать. Хуш омадед ба Таджикистан. Кроме экскурсии, Хуршет также угостил нас ужином. И ладно, если бы я был один, но он накормил нас 4. Однако главная проблема не была решена. Нам нужен автомобиль, чтобы ехать на Памир. Здесь на самом деле есть какой-то один прокат, но представляете, в этом прокате в машинах стоит чип, который запрещает ехать в Горно-Бадахшанскую область.
Это как раз и есть Памир, куда нужно брать разрешение. Чтобы насладиться красотами Памира, нужно получить специальное разрешение. Продиктовано это тем, что большая часть Памирского тракта проходит вдоль границы с Афганистаном. Это разрешение будет проверяться на пропускных пунктах. Сделать разрешение можно в местном Авире в Душанбе. А если вы не хотите тратить сутки на получение этого пропуска, то в своем телеграм-канале я писал, как получил пропуск без посещения Авира. Помимо того, что Хуршед был нашим гидом, он также решил помочь с поиском автомобиля. Мы пришли на какой-то местный авторынок. Здесь, возможно, мы сможем сторговаться за какую-то приемлемую цену. Хороший вариант появился, достойный. Алло. Договорились? Где ты нашел этот вариант? Через свои контакты нашел. А вот эти вот ребята куда собираются? На Памир, да? 400 самани из человека, чтобы доехать вот таким вот образом. И то до Хорога. Граница Афганистана, с границы, да, короче, нам поехать надо? Да. Афганистан. У нас получается 2700 с бензином, да, выйдет? Я по темноте поеду. Я на грани отказаться. Сереж, А, давай кое-что обсудим. что-то хотят обсудить. Очень настойчиво предлагают вариант брать без водителя. Ну, типа, просто, чтобы мы взяли тачку и сами поехали. Кто? Если мы заплатим по 100 километров в день, то мы 100 километров в день 17 точно часов проедем. дорога до Хорова. Когда человек знает дорогу, это 17 часов. А представь, ты не знаешь дорогу, и она И типа, сложная. что, я заблужусь? Сколько времени ты потратишь на то, чтобы по ней проехать? Скорее всего, столько же, сколько по ней нужно ехать. Ты во столько себе уверен? Ну, дорога есть дорога. Хорошо, у нас есть стопроцентный вариант без водителя. Готов, да, за 100 баксов он даст без водителя. В смысле, за 100 баксов без водителя, а тут за 100 баксов с водителем. Короче, Одна и та же цена. Да, но выгоднее-то лучше-то взять с водителем, потому что водитель знает, что, где и как. Решено было брать машину с водителем. Как вас зовут? Хасан. Хасан. Меня зовут Сергей. Мы договорились с Хасаном за $100 в день. Вариант такой. Но нас 4. Это будет, конечно, не такое уже бюджетное путешествие, как в принципе, о которых я рассказываю, но я не могу не посмотреть Памир, если я нахожусь в Таджикистане. У вас сейчас вышел самый хороший вариант, я так считаю, в данный момент. Но вообще это дорого считается. Нет, это недорого. Это считается недорого. Это считается недорого. Потому что если арендовать здесь авто, то вам минимум $120 надо. И еще здесь есть риски, потому что там дорога не особо хорошая. Если что-то там с машиной будет, вы должны все это заплатить. Это стоит того? Отличное будет приключение. Вы тут реальную природу увидите, такие высоты. А теперь, друзья мои, я готов вас познакомить с главным фудблогером страны – Бахадуром. Салам алейкум. Привет, Приветствую вас в Да. Душанбе. Я сегодня его поведу покушать и показать Гисар. В 30 километрах от Душанбе находится город Гисар. Известен он тем, что еще 400 веков назад, да, 400 вы не ослышались, здесь жили люди. Поселок Гисар в средние века был крупным городом. Здесь располагался большой рынок, работали многочисленные ремесленники. Именно в этом городе уже тогда находилось 2 медресе. Медресе новая, а тут старый медресе. Здесь 2 медресе. Медресе у нас как школа шла. Это где обучали буквам, читать, писать. У нас ведь с старых времен уже была канализация, все, вода, все как бы. В 18 веке город стал центром гисарского бегства, то есть области, которой управлял бег. А крепость была резиденцией. Главные ворота — это единственный дошедший до нас кусочек той крепости. Там, когда заходишь, ты здесь есть как бы как мини-тюрьмы. Кто что-то крал или что-то, его прямо возле двери сажали. Серьезно? Все видели, да, что он вор или кто-то, и ты заходил, ты знал, что вот это человек вор. У нас есть вид спорта национальный такой, бускаши называется. Бускаши. Да, бускаши. Это берут, грубо говоря, молодого барашка, его надувают, Серьезно? режут потом и начинают его таскать. Зовут, туда ставят призы, машины, квартиры. И как часто такое происходит? Ну это, они объявляют это. То У есть нас это это весною и осенью много делают. Когда Весной и вот жары осенью, да? как бы спадает, то в это время делают.
Что мы сегодня будем пробовать? Есть плов, Ага. мы его будем готовить все вместе. Потом сейчас для нас еще готовят барашка, лама готовится. Как? Вкусно? Да. Да, ну, далеко держать. Она ж в печи только. Приятного аппетита. Всем вам там, кто за камерой. Буглама для меня это будет новинка тоже. Я не знаю, какой здесь. Я его в Узбекистане ел, но здесь я его не пробовал. То есть в Таджикистане вообще его не готовили? Раньше готовили, и потом как-то он исчез. И вот сейчас его приготовили, это для меня будет новинка. Мы его тоже попробуем. Будем все сейчас по чуть-чуть пробовать. Начнем с йогурта. Его не нужно перемешивать, Не, да? вот так прям бери, вот так смотри, вот что ломается. Это йогурт. вот бери, так, да? Попробуй. Он солененький. Да? Как тебе? Необычно. Я бы не назвал бы это йогуртом. Это, как ты его назовешь? Это как будто творог еще с молоком смешали в каком-то смысле. Да, такое есть тоже. А почему принято кушать йогурт? Ну, Кисломолочный. он как бы для желудка ведь хорошо, это как бы он получает. Потом вы можете жестко что-то пробовать. То есть он как бы желудок подготовит, да? Обволакивает, грубо говоря. Желудочный сок, который вырабатывается, который вам, чтобы тяжело не было, когда вы кушаете. У меня мама до сих пор делает там чаку дома сама, до сих пор делает кефир дома домашний. И джургот, если вы пробовали джургот, это вот опять-таки что-то среднее между кефиром и йогуртом. Это, можно сказать, не совсем обезжиренный йогурт, но вот что-то в этом роде. Вот джургот вам тоже нужно попробовать, вам понравится. Такой легкий такой йогурт, но он такой плотный прям. Если его перемешать, он превращается в однородную такую массу. А если не перемешивать, прям, я очень люблю прям взять ложкой, да, такой кусок такой джургота, кушаешь, потом она растворяется на языке, это очень вкусно. А потом мы приняли участие в готовке плова. 2 вида морковки, да? Это белая морковка, это красная морковка. Это сушит чуть-чуть, а это дает вкус. Это королевский плов. Это королевский плов сейчас будет? Это сейчас королевский плов будет. Дома так никто не будет готовить. Это для гостей таких. Настало время пробовать. Смотри, обязательно мясо сверху. Обязательно, да? Да, обязательно мясо. Потом разницы берешь какой? морковку, вот так чуть-чуть ставишь туда. Все это смешиваешь и вот так берешь тарелку, ложка. Вот смотри, видишь, попало все. Да. Взял ложку, возьми. Вот, смотри, вроде все попало. Все попало? Да. Все. Теперь это все берем и бисмилля. Это офигенно. Это как? Это как? Это офигенно. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Бомба. У тебя лучше получается описывать еду, чем у меня. Она волшебная. Соус, он становится в серединке. Получается, мясо и рис обволакивает этот соус, и когда ты его кушаешь внутри, этот соус внутри раскрывается уже. Хороший вкусный плов считается, когда он рассыпчатый, в нем достаточное количество льняного масла, разновидностей, разного вида, то есть мяса обязательно. Тогда это считается вот вкусным пловом. А затем последовало главное блюдо – буглама. Буглама еще хабурдог есть. Еще на мангале. На мангале, да. Вот эти ребрышки на мангале. Да. То самое чувство, когда внимание к еде больше, чем ко мне. То самое чувство, когда... Вкусно, так пахнет еще. Давай, 1, 2, 3. Бисмилля. Это просто бомба. Угу. Ребята, это очень вкусно. Всем гостям. Кала и шоми кала. Бомбовые. Буглама. Буглама. Да. Всем приятного аппетита. Как по-таджикски приятного аппетита? Как приятно. Бойчтёйтом. А я уже, видишь, забываю. Бойчтёйтом. Да, приятного аппетита. Бойчтёйтом. Так закончилось наше пребывание в Душанбе. Мы готовы отправляться на Памир. Наша машина.
Еще с этой стороны. Какая у нас сегодня точка конечная? Дарвалась. А сколько их туда километров? 250. 250 километров. Перед поездкой нужно заправиться как бензином, так и газом. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Дыню для нас купили, серьезно? Да, конечно. Серьезно? Обалдеть! Не успели мы отъехать от Душанбе, как уже стало красиво. Мы фактически сразу начали подъем в горы, откуда открылось Нурекское водохранилище. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Сегодня нам нужно доехать до Калайхума. Это центр Дарвозского района. Но по непонятным мне причинам местные называют этот город Дарвоз. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Почти ночью мы приехали в Дарвоз, однако город не спал. Едешь ночью по горам, вообще ничего не видно, вообще как будто жизни никакой нет. А здесь же, на мое удивление, было очень людно, да и город оказался куда больше, чем я ожидал. До границы с Афганистаном метров 50. С этого времени Афганистан станет нашим постоянным спутником путешествия. Пол-пятого утра завтракаем и едем. Как спалось? Нормально все, да? Что ты делаешь? Кашку завариваю. Мы проснулись в такую рань, чтобы успеть проехать участок дороги, который закрывается из-за завалов. Сами видите, какая здесь дорога. Это единственная артерия, которая соединяет все города и поселки Памира, нуждается в ремонте. Это китайцы строят дорогу, да. Тракт этот появился во время колониального соперничества между Российской и Британской империями еще в конце 19 века. Британцы шли через Индию и Афганистан, а русские, наоборот, шли на юг, взяв под контроль территорию нынешнего Таджикистана. И войска почти встретились друг с другом, но было решено заключить мирное соглашение, где каждый оставался по свою сторону бурной реки Пянш, которая служит границей между Афганистаном и Таджикистаном. Дорога закрыта до обеда. То есть до 12 будем ждать.
Пока мы стоим и ожидаем открытия дороги, я расскажу вам сейчас, что такое сайри-даш. В переводе с таджикского это означает «путешествие в поле». И означает оно то, что у некоторых селений нету туалетов, и люди то ли в определенное время, то ли ночью, чтобы никто не видел, ходят в туалет. Кать, помаши ручкой. Не знаю вам, зачем эта информация, но просто знайте. Это было великолепно. Мой первый. Смотрите, какой красивый камень. То есть пока ты делала сайри-даш, ты сидел камушеком, да? Да, он прям перед глазами был у меня. Большая часть Памирского тракта проходит по высокогорному ущелью реки Пяндж вдоль границы с Афганистаном. И если в месте, где мы застряли, несмотря на близость с Афганистаном, есть обрыв и пройти реку сложно, то в некоторых других местах это расстояние сужается, и Афганистан будет в прямом смысле того слова на расстоянии вытянутой руки. Спустя 5 часов ожидания Хасан аж рванул. Камни упали, да? Сегодня, да, упали? Ночью, да? In the open air, we close our eyes and breathe in slowly. Knew we'd get here from the start. Finding magic in the days and nights as they're unfolding. Writing stories with the stars. And the morning speaks to these open dreams, and we're right where we belong. I'll go anywhere with you, in the sunlight or underneath the moon. All we have is enough. Take my hand, darling, we were born to run. It's all waiting for us. Мы приехали в Харок, это столица Памира. Харок является административным центром Горно-Бадахшанской автономной области. Это крупный город. Ну как, население около 30 тысяч человек, но для тех мест это считается крупным. Город находится на высоте 2200 метров в глубоком ущелье. Харок – непременный пункт Памира, ведь, как мы помним, Памирский тракт – единственная дорога в столь труднодоступном регионе.
На следующий день мы сразу же выехали из Хорога, ведь рядом с городом находятся горячие источники Гармчашма. Это самый известный бальнеологический курорт Памира. Сюда даже маршрутки из Душанбе ходят. Здесь купаются голыми, полностью голыми, соответственно, я не могу показать вам все, что здесь происходит. Она просто, вот как вы набираете горячую ванну, вот вода примерно такой температуры. Она прям обжигает. Был открытый бассейн большой, то есть был как бы как водопад небольшой такой с водой. И там были выемки, как пещеры, такие две штуки. Как Я не знала, что можно вот так вот взять просто из горы пить газированную воду. Она менее соленая, чем Ессентуки. Что-то похоже на, как это, рычалсу. Ваше здоровье. Добро пожаловать в Таджикистан. Есть что еще сказать? Таджикистан, Бакеш. Таджикистан, Бакеш. здесь очень красиво. Я в первый раз вижу такое, если честно. Я, конечно, не была во многих местах, но пока это очень впечатляет. Посмотрите только, какая красота. Здесь просто невероятно красиво. Мы еще не доехали до самой красивой точки, я уже просто в восторге. Прям невероятно красивый наряд у вас. А вот как вот это называется? Это тюбетейка. Тюбетейка, да? Да. И у вас они, насколько я понимаю, разные, да? Шухнанские, ваханские, вот это есть харовские, шухнанские. Да. Наши вот ваханские здесь. Даже афганские есть, да? Афганские, да, вот это шапка афганская. Вот, смотри, это форма афганская. Это. А это что такое? Это пату. Пату? Вот форма афганский полный, вот это жилет, это... И так вот буквально за тут ходят, да, вот так Да, афганцы? да, вот, который ходит, вот смотри. Сейчас, вот это пату роль играет, куртка роль играет, пальто. Ага. Вот. Вот одеваешь, вот они одевают вот так. И они вот так вот ходят, да? Вот так. Очень красиво. Вот сверх одевают вот так, шапка. Вот полная афганская форма это уже. Это роль играет куртка. А, это полный афганский, да? Да, это полный афганский. Вот это уже полностью. Обалдеть. И это у них национальная одежда, да, считается? Вот эти узоры памирские, они готовят из этих узоров вот носки джурабы. Памирские джурабы готовят из шерсти натурального. И готовят колпаки. Памирские вот тюбетейки готовят из шерсти. Да, вот говорят, что это надевают на свадьбу. Да, вот. Нет, да? Не только на свадьбу. Вот хороший праздник будет, когда вот... Не, это драм. Не, сейчас. На 1 января, да, вы надеваете? Когда хороший праздник будет, одевают. У нас вот эта форма национальная. Ткани, которые они ручными это готовят, эти ткани, вот такие. Это из дальних районов, которые они еще, им сложно выйти на местный даже рынок. Мы идем туда, едем
даже если качество не самое лучшее, как вот другие ремесленники, мы у них покупаем это, чтобы они мотивировались, и берем вот такие шарфики, готовим, потому что это качество хорошо для шарфиков. Что-то другое, вот, например, для изготовления таких платьев, хорошо это качество. Они из шелка, тоже крашены натуральными красителями, и они набойку делали. В Таджикистане у нас набойка — это исчезающий вид ремесла. Только одна семья по всему республике на данный момент. Да. Это Нигина, директор ремесленного центра Гульзар Village. Она занимается созданием национальных нарядов Таджикистана. А вы здесь живете, да? Вот я рядом. В Ашкашиме, да, вы живете? Нет, вот здесь. Вот здесь, да, прям? Да, Гесалс у нас. Вы еще и сдаете жилье, да? Поговорим о жилье на Памире. Несмотря на большие расстояния между населенными пунктами и труднодоступность региона, здесь всегда найдутся места. Много кто сдает жилье. А если даже мест нет, вам помогут местные, вплоть до того, что смогут приютить. I've had some good days, and I've had some worse, but none compared to the days that I've had with you. And I've had some high times, and I've had some cursed, but none compared to the times that I've had with you. I'd take out a loan for just one day alone, to run back the time in slow motion. I'd sell my guitars, I'd spend life behind bars, to take one more trip through the story night. 'Cause this was the best day of my life. Мне кажется, такое можно встретить только в Таджикистане. Мы приехали в живописную деревушку Лангар, которая находится почти на 3-километровой высоте. Вот все, что вы здесь сейчас видите, это Ваханский коридор. И именно вот здесь берет свое начало река Пянж. Пянж по-таджикски значит 5, потому что образуется из слияния 5 рек. Пянж – одна из основных рек Таджикистана, по ту сторону которой находится Афганистан. Пейзажи, конечно, умопомрачительные. Вот такое ощущение, что где-то вот в Альпах. Именно в Лангаре заканчивается таджикская часть Ваханского коридора и начинается подъем на высокогорное плоскогорье Памира. И именно здесь можно в последний раз насладиться мягким горным климатом, так как далее в сторону Мургаба, куда нам и нужно, будет только суровая горная пустыня.
На Памирском тракте, к моему удивлению, я чаще встречал велосипедистов, а не мотоциклистов. С одним из них мне удалось познакомиться. Его зовут Йонас. Why you decided to go in this place on bike? I think it's one of the biggest challenges for a bike traveler to do the Pamir Highway or the Pamir region. And right now I clearly can experience it, that it's really hard, but it's as hard as beautiful. Why you decided to begin your travel from Turkey? The reason is pretty simple. I did a journey last year from Turkey to Germany. So I hadn't a lot of time last year, so it was only Turkey to Germany. But this year I have 9 months, and so I started where I ended the trip, and I started in Turkey. And my biggest dream on the bicycle was to do the Silk Road, and now I'm on the Silk Road with my bicycle. And how many kilometers? 6,500. 6,500 километров. Tell me about Tajikistan. And as soon as you arrive in Tajikistan, it's only up and down, and also the people. Tajikistan, almost everyone is saying hello and want to talk to you. It's sometimes if you have a bad mood, it's nice that there are little kids cheering and having a good time with you. I also heard that it's one of the highest roads. And that's also what makes it attractive, especially as a cyclist, to be at one of the highest roads of the world with your bicycle. It's clearly one thing that motivates to do some things like this. Мы продолжили наш путь до Мургаба, высокогорного поселка. Природа вокруг поменялась окончательно. Пустынные пейзажи ждали нас. I don't need the smoke of mirrors, 'cause I know there's a God who's real. I don't need the lights to fool me, 'cause I have seen the God who heals. I know when I ask I'll receive it, 'cause you're not a God who withholds. I hear you say just believe me. I need a Holy Ghost awakening my soul. Like I'm bursting with a heavenly language, and every time I get a taste, I know I just want more. You're the kingdom that's been growing inside me. It's like a lion's roar that wants to revive me. And every time I get a taste, I know I just want more. I need a Holy Ghost awakening my soul. I need a love that grows right in my bones till the evidence shows. I need a Holy Ghost awakening my soul. I need a heart on fire that'll never grow tired. Wherever I go, I need a ghost. I need a ghost. Ghost, I need a ghost. Мы в Мургабе на высоте 3500 метров, и здесь откуда-то комары. То есть мы были ниже, и комаров не было, а сейчас они тут есть. Вот думается, зачем нужно строить на такой высоте среди пустынной местности поселение? А виной тому соперничество между Российской и Британской империями, о котором я уже говорил. Российской империи стратегически важен был этот пункт. Так, собственно, в 1892 году и появился Мургаб. Некоторые гости Мургаба могут чувствовать признаки горной болезни из-за нехватки кислорода.
А чем вы здесь занимаетесь? Ну, работаете, чеки. Только домохозяйка. А, вы домохозяйка? А мужчина кем работает? А, шофер. А, ну здесь все, наверное, вот, да? И с Китаем, наверное, да, работают. И не так холодно. Я думал, будет холоднее. Солнце скрылось, и стало холодно. А я тут вообще в шортиках гоняю, и то есть я замерз. Поэтому, думаю, прогулочка по Мургабу завершена. Сегодня решающий день. Ведь именно сегодня мы достигнем нашей цели – перевала Ак-Байтал, до которого осталось 75 километров. Вот мы и добрались до границы с Китаем. То есть маленький заборчик, и все, можно в Китай. Не верю, что сюда приехал, потому что это было так неожиданно. И чувствуешь себя вообще прекрасно. То есть никаких головных болей, никакой нехватки воздуха нет. И вообще нет ощущения, что ты на высоте 4655 метров. Вы просто представьте, это самая высокая точка по миру. Ну, в смысле, куда можно доехать на автомобиле. На высоту почти 5 километров это что-то невообразимо. И на этой высоте вот я вот тут стою, мы тут фотографируемся, все радостные такие, довольные. Я понимаю, что я хочу сделать сайридаж. Кто еще это делал, да, здесь? Мы об этом не скажем никому. Куда-нибудь туда. Ак-Байтал с киргизского переводится как «белая кобыла». Отсюда открываются завораживающие пейзажи на несколько ледников. Этот проход был открыт в 1892 году при строительстве российской военной заставы. Сразу же после перевала мы увидели одиноко стоящую юрту и решили заехать туда. Посмотрите, какие наряды. То есть у нас, ну, понятное дело, что у нас вообще такого не увидишь, но у нас, когда приезжаешь, не знаю, в какую-то далекую деревню, мне кажется, у нас не ходят в таких нарядах. Хасан, они получаются только по-киргизски, да, говорят? Да. А ты их понимаешь? Да, нет, я тоже. Тоже, да? То есть мы все... Старик есть здесь, он по-русски понимает. Да? Дэй! Что такое шарчай? Чай с молоком. Чай с молоком, да? Да. Это ваше национальное, да, то, что вы здесь, Да. то, что вы здесь пьете? Я кошка молока, это жирностью. А у вас есть молоко сейчас яка? Есть. Есть? А можно попробовать молоко яка будет? Можно, да? Каждый месяц Рамадан мы утром, то есть когда мы завтракаем, да, перед тем, как принять пост, мы обязательно пьем чирчай. То есть мы готовим его как вот по классике, как его готовят, мы его запиваем. Он, во-первых, утоляет жажду и держит вот сытость на целый день. Это шерчай, чай с молоком. Мы берем масло яка и кладем его в чай, памирский чай. Становится масляный чай, вот посмотрите. Это как бульон. Это маслице можно еще на булочку намазать. Боже, это такое... Это такое нежное масло. При этом оно настолько насыщенно вкусное, насколько это может быть вкусным.
Боже мой. Чай с молоком немножко подсоленый и с маслицем. И чувствуете, что он как бульончик становится. То есть это сытно, особенно когда мы берем, намазываем масло на хлеб, и получается очень вкусно, очень сытно. То есть... После всех угощений со стороны горных киргизов мы не развернулись и не поехали обратно. Впереди нас ждала еще одна невероятная достопримечательность – озеро Каракуль. Это озеро в объятиях заснеженных гор выглядит невероятно красивым. Вода озера соленая и холодная. При всем моем желании искупаться в одном из самых высокогорных озер мира, я не смог бы это сделать. Плюс безумный и холодный ветер тоже не особо располагал. Пора подводить итоги. А подводить их сложно, потому что емко об этом не скажешь. В первую очередь я хочу сказать о гостеприимстве и доброжелательности людей. То есть каждый человек, абсолютно каждый, тебе поможет. Таджикистан, не только Таджикистан, вообще восточные страны, во-первых, очень доброжелательные, дружелюбные и очень гостеприимные. Вот всю эту душу, энергетику я как бы хотел вам передать, чтобы вы это все почувствовали, да, что не везде деньги решают. Где-то уже должна быть человечность и хорошие отношения. Мы здесь гости, мы не туристы, и нам это несколько раз говорили, что, ребята, вы наши гости. Каждый человек пытается нас чем-то угостить, сказать что-то хорошее, позвать на чай. И это касается не только Душанбе или Худжанда, это касается вообще, в принципе, всего Таджикистана. Вам откроем дверь, накроем вам дастархан, накормим, напоим, если поспать, искупаться, пожалуйста, добро пожаловать. То есть для нас, когда гости приходят, это для нас не просто гости, это гости, которые нам отправил Бог. Я называю Таджикистан это один из райских уголков мира. Тут и природа прекрасная, 4 сезона. I'm cycling now for 2 days through mountains and I only met about 5 or 10 people on their cars and the rest is just you and your bicycle, so it's just raw nature. Я никогда не забуду улыбку тех людей, которые с каким-то восторгом рассказывали мне о своей культуре. Ни одно видео вам не передаст того, что испытал здесь я, того, что я здесь почувствовал. После этого путешествия я решил создать свои уникальные маршруты. Поэтому, чтобы получить такие же незабываемые эмоции, вы можете присоединиться к моим авторским турам. Вся информация в социальных сетях. Я рассчитывал, что я потрачу не такое количество денег, сумма сейчас появится здесь, но я
нисколечко не жалею, что я потратил именно столько. Здесь не включены авиабилеты в стоимость, потому что все это меняется каждый день. Друзья, я очень рад, что вы смотрели этот выпуск. Мне будет очень приятно за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Напоследок хочется сказать «Хуш омедет ба Таджикистан», что значит «добро пожаловать в Таджикистан». И, конечно же, путешествуйте чаще.